User G. А когда будут мастер-классы в Москве? 14 и 15 сентября я забронировал студию недалеко от Таганки. Это суббота и воскресенье. Я точно проведу класс по портрету один день, а второй день спрошу у вас, что вы хотите, фигуру или натюрморт. Ну, обнаженную можно порисовать, быстрые рисунки или акварелью. Ну, вот такие, как эти, можно по 15, по 20 минут даже делать. Разные позы модель меняет, и я буду объяснять конструкцию и как вести работу акварелью. Либо сделаем постановку натюрморта, я сделаю опрос в Телеграме, и мы примем решение. User JO, не исчезайте, вы нам нужны. Ну, я не исчезаю, не намерен исчезать. Ну, когда-нибудь придет время, все исчезнем. Но пока работаю. Вам дано передавать опыт чувств. Без него теория не работает. Спасибо большое. Я все делаю для того, чтобы рассказать тем, кому это интересно, что раскрытое сердце – это самое важное, оно творит. И, может быть, самая главная задача живописи, как я это понимаю, как раз его раскрыть навстречу любви. Не к отдельному человеку, а ко всему живому, к тому, что я есть здесь, на этой планете, какое-то отпущенное время. И тратить его на то, чтобы ненавидеть, волноваться и так далее. Неправильное понимание задачи. Есть такие люди, которые пишут картины в состоянии, ну, таком вот тревожном, смятения, раздражения и так далее, боли. Ну, с тем, чтобы выплеснуть эту боль. Ну, так выплеснул ты. Зачем ее, я не знаю, инфицировать других? Ну, положи их к себе в кладовку. Зачем это выставлять на выставку? Это, мне кажется, ну, неуважительно ко всем другим существам, которые посмотрят на это и еще заболеют. Есть такие работы, от которых можно заболеть просто. Это я правда говорю. Более того, я их видел на стенах. Люди покупают, не понимая, что они вешают то, что излучает энергию, которая, в общем, несет раздрай, такой хаос. Значит, это им нужно, никуда не деться. Микея 6.9. Вячеслав, спасибо за ваши уроки. Подскажите, выходя на пленэр, как поставить задачу себе, писать натуру или тему? Надо в голове сформулировать, что первично. Но это хорошо, когда вы знаете сюжет, который будете писать. Это одна история. Да, вот я знаю это место и думаю, как бы мне его написать. Так вот, как еще никто не написал, да? Это когда уже с тоном все понятно. Найти нужно композиционное решение, дизайнерское решение. Вот как бы так исхитриться, чтобы себя удивить. Вот такая постановка задачи мне нравится. Но она может возникнуть и тут же, когда ты вот стремглав увидел новый сюжет, и ты понимаешь, что ага, не торопясь, просто смотришь на него, можно делать какие-то почеркушки, просто фломастером, да, и размышлять, находить новое решение, рисуя почеркушки, просто одним там черным фломастером. И в голове возникают откуда-то присланные начальством варианты ведения работы. Их так много, что вы не успеваете что выбрать. Ну хорошо, раз их много, значит, я сейчас выберу вот какой меня сильно заводит, потом в следующий раз я приду сюда же и напишу, или через, там, я не знаю, 2 часа следующий вариант, который опять меня сильно заводит. Их действительно много. Если их нет вообще, белый лист, ну, начинать работу, наверное, преждевременно. Но полистайте какие-то работы любимых художников со ссылкой на то, что я буду писать этот сюжет. И оно может возникнуть, решение. Ну, прям с карандашом вы тут же с фломастером. Оно придет, и вы не сможете дождаться утра, чтобы побежать туда и написать вот это решение. Но самое главное, конечно, композиция, как ее решить. Я вот вчера, тут художники работают на площадке, она теперь открыта,
теперь есть дом-музей Коровина здесь, в Гурзуфе, и на площадке работают художники, хорошо пишут, и у них они поставили натюрморт ровно на том месте, где Коровин писал, в общем, тоже свои работы на этой веранде. Были другие перила, но вид этот. И вот натюрморт изумительный, и скала интересна, и бухта интересна, и натюрморт интересен. И вот тут-то как раз задача художника, как это решить. Просто переписав все, как есть, как ты видишь, это одна история, просто многообразие всего. Но вытащить что-то главное, если это натюрморт, значит, остальное это надо решить так, чтобы подчинить этому натюрморту. Вот он на переднем плане. Получается два центра композиции. И натюрморт там, и свет, и задний план. Вот как в нем разобраться так, чтобы все-таки не перегрузить. Так что вот вам, Микея, еще одна задача. 69. Не перегрузить работу. Выделить главное и подчинить ему второстепенное. Но это про все работы задача. Друзья, по вашей просьбе мы продлеваем набор группы на мой новый курс «Уходящий день» еще на 3 дня. Вы можете изучить программу курса на моем сайте, он из 7 уроков, и посмотреть вводный урок, вводную лекцию на сайте. До 23 числа включительно вы сможете рассмотреть покупку этого курса со скидкой в 50%. Заходите на сайт и знакомьтесь с первым вводным уроком. Это лекция на тему, как писать пейзажи уходящего дня, вечернее состояние или предвечернее, так, чтобы они были насыщены светом, чтобы они не были такими мутными, густыми, темными, мрачными, а чтобы они излучали светоносность, но сохраняли вечернее состояние. Задача очень сложная. Светомаяк. Класс. А если просто рисую, что нравится? Куда к вам могу ПРТ-минуть? Поучиться. Вживую на пленэре не умею. Дешифровщик нужен. Куда к вам могу ПРТ-минуть? Поучиться вживую на пленэре не умею. Ну, без запятых, и тут как это, казнить нельзя помиловать, да? Так, вживую куда? Ну, в Гурзуфе я проведу в субботу, вот в эту класс меня попросили. В воскресенье тоже можно. Погоды стоят хорошие, так что пишите заявку, встретимся. Ну, будет в ближайшее время в Провансе класс. Протемените туда, вживую попишем. Это со 2 по 7 июля. Вживую на пленэре не умею. Так поучимся. Так нужно только и писать на пленэре. А с чего писать? С картинок на компьютере? Не получится. Вживую, да, приходите. Уроки еще у меня есть всякие. Там тоже все вживую написано. И вы можете, посмотрев, писать что-то подобное тоже вживую на пленэре. Учиться. Только на пленэре можно научиться писать. Иначе не получится, потому что наш глаз замечает в 1000 миллионов раз больше оттенков, чем передает любая фотография или на компьютере вы видите. Ну, а если есть желание, всему можно научиться, я подскажу. Дрога Наталья. Я рисую и даже пару картин продала отлично. У меня нет художественного образования. Купила проектор, включая и располагаю пятна. Темные в нужном месте, обозначаю край рисунка, потом выключаю и пишу, придерживаясь тона. Это честно или копировка? Да нет, не копировка. Честно. Вы же выключили проектор. Чего ж тут? Абсолютно честно. И потом мы всегда пишем изнутри, из себя. Что-то вытаскиваем, фантазируем. Даже если вы не любите картины Ван Гога, ну, посмотрите на его работы с точки зрения того, что это сочинено. Цвета преувеличены, композиция найдена, найдено решение. К каждой работе, если в работе вы будете находить свое решение, постепенно выработается ваш стиль. Решение, которое вам интересно в этот момент. Следуйте вот этому импульсу. И будут обязательно появляться новые прочтения этого сюжета. Вам нужно его прочитать
и написать как бы изнутри, придерживаясь тональных связей пятен. Ну, вот свое решение, я не могу иначе сказать. Людмила Сикхасана: да, с критикой от непрофессионалов трудно, но воспользуюсь вашим советом, я еще только учусь. Благодарю, видно, Вячеслав, это ваш любимый дворик. Вы его столько раз пишете и каждый раз удивляете. Ну да, ну действительно любимый, потому что вот в нем все есть. И натюрморты ставили, и с друзьями работали, бесконечно разные состояния, осенние, весенние, летние, и даже какие-то прям туманные, вечерние. Ну да, много тут всего прожито в этих двориках. Вот сейчас как раз и покажу вам работы, написанные в этом дворике на Чеховке в Гурзуфе. Это как раз из той области, что если нравится место, то можно в нем бесконечно работать, никуда не уходя. Не забывайте, друзья, отмечаться в журнале. Комментируйте, задавайте вопросы, делитесь с друзьями. «Живопись через силу» – это новое кино, которое я вам предлагаю посмотреть. И, кстати, там будет опять тема гурзуфского любимого дворика. Ну, пока.